Всем привет! И сегодня я снова пришла к вам с коллабом. Год хорошо начался, не правда ли? Это уже третий коллаб за этот месяц, хотя 2 из них были нарисованы еще в прошлом году. На этот раз данный флешмоб стал разминкой перед большущим проектом. Держу в курсе. И на этот коллаб нам давалась неделя, то есть для всех участников были одинаковые рамки, и все рисовали одновременно. Итак, на этот раз задача стояла нарисовать рисунки по определенным референсам. Давались на выбор 2 комплекта. На фоне я пущу работу участников, на этот раз я захапала себе все видосы. А также видео будут у Катрин и Чоям, которые тоже поделятся своими впечатлениями насчет этого флешмоба. Итак, один набор референсов был более всратый, и сразу хочу сказать, что изначально я выбрала реф именно с лучником, но потом моя любовь к фуре пересилила, и я встала на путь истинного фаната различных хвостатых. Изначально у нас было 2 куратора, это Катрин и Алана. Они разделили нас на 2 очереди, и каждая очередь относилась к определенному куратору. И, как вы понимаете, по правилам челленджа нужно было взять за основу одну из поз, так, чтобы она была узнаваема, и использовать атрибуты, которые были рядом. То есть в случае с котиком это сама голова какого-нибудь животного и крылья. А в истории с лучником это лук, соответственно, и черепушка. То есть это могла быть и маска, и голова самого персонажа и так далее. В общем, данные атрибуты можно было изменять. Единственное, что должно быть неизменным, это поза. И также хочу предупредить, что последовательность предоставления работ рандомная абсолютно, потому что все присылали работы в разное время, и никакой зависимости от последовательности нет. И данным коллабом опять хотелось выявить, как из одинаковых референсов могут получиться настолько разные работы. Конечно, жалко, что в сратый референс не так много людей взяли, но из того малого количества понятно, как каждый художник по-своему может нарисовать арт из предложенного материала. И да, по некоторым причинам не у всех есть процесс рисования, и поэтому я смогу вам показать уже готовые работы. Это мое. Итак, как я уже говорила, я хотела взять лучника, так как котик мне показался немного несуразный по позе, так как в позе лучника данная девушка смотрелась намного лучше, как-то более органично, но так как можно было выбирать любую кошачью или животную голову, я отправилась в темную часть интернета. И остановила свой выбор на этой фотокарточке, так как она подходила по эмоции к референсу орущей женщины. И в итоге у меня получился интересный набор референсов. Так как я собралась рисовать фури, для вдохновения я взяла рисунки Рейкат. Как вы уже знаете из прошлых роликов, я неоднократно говорила о ее работах, то, что они мне безумно нравятся, и то, что они меня безумно вдохновляют. Как одежду я использовала платье Иларии из «Игры престолов». Наряды из «Игры престолов», наверное, это какое-то отдельное искусство, потому что в них тоже можно почерпнуть кучу вдохновения. Ну и, в принципе, это все, что я хотела сказать. Так что приятного просмотра. Ссылки на всех художников будут в описании.
I was having my doubts, but wouldn't hold on to anything stupid.
I hope that you consider to give it a chance. 'Cause some of these days we'll have to work it out. And some of these days we'll have to fight. I wanna know if it is over, 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 over. I need to know if you want to leave. Is it over, 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 over? Ну и, наконец, вот что у нас вышло. Надеемся, вам понравился наш маленький коллаб. И всем пока. Увидимся в следующих видео. Всем кусь.